Это самая встречающаяся модель в игре, которой на самом деле не существует. Что это значит? Ха, ну, давайте разбираться. Как я уже не раз говорил, порталы. Порталы основаны на абсолютно дьявольской системе костылей. Я даже об этом целое видео делал. Не смотрите его. Визуально портал из себя представляет шейдер, который и рендерит визуальную часть портала. Однако у порталов также есть и частицы, которые называются партиклами. И казалось бы, как вся эта информация связана. Однако, Valve не были бы Valve, если бы не делали какую-то хуйню, если бы не выполняли необходимые им задачи с использованием уже готовых решений. Поэтому сам портал, который представляет из себя сущность PropPortal, имеет значение model, то есть модель, которая представляет из себя аттачменты для партиклов, то есть указывает игре точку, где должен находиться партикл. Чтобы убедиться в этом, мы можем поменять модель для портала и даже отдельно создать эту модель. К слову о создании модели. Модель имеет текстуру, которая обладает перечнем странностей. Она не рендерится в браузере моделей. В хавере представляет из себя черную плоскость, а в игре вообще невидимая. Однако через нее не рендерятся порталы, что крайне необычно. Также через нее не рендерятся партиклы, а еще и гели. Да в целом все динамические сущности не рендерятся, только мировая геометрия. Происходит это из-за того, что в движке для этой текстуры параметр RenderTarget пустой. Однако это все еще не все. Я решил попробовать создать браш с этой текстурой и был удивлен увиденным. Браш сейчас является мировой сущностью, а мировые сущности не очень хорошо рендерят шейдеры, в которых используется глубина. Шейдер Refract яркий тому пример. Из-за чего мы видим вот такую крайне странную картину. Рендер буквально плывет для данной текстуры. Некоторые могут сказать, что это чем-то напоминает действие ноудрава, и в целом да, происходит буквально то же самое явление, однако в отличие от ноудрав, оно работает везде, а не только в Out of Bounds. Но если превратить наш браш в брашевую entity, то она обретает те же свойства, что и модель, используемая порталом. У меня даже появилась идея, а прикиньте пройти весь портал с этой моделью на голове. Звучит как вызов для спидранеров. Ну что, добавляем новую категорию для спидранов No Render Target Person. Что ж, так проходить портал действительно крайне необычно. Может, стоит даже целый стрим в таком формате провести? Что думаете? Что ж, вот и подошло видео о самой загадочной модели, которую вы встречаете постоянно, и которая обладает очень странной текстурой, к своему логическому завершению. Возможно, у этой модели текстуры есть и другие интересные особенности, но лично я их не обнаружил. Поэтому на этом моменте я и завершаю свой видеоматериал. Вещал, как всегда, ваш Лаваш. Не забывайте про лайки, подписку, комментарии и до новых встреч! А чё запись не останавливается? Ну ладно, она не хочет. Давайте поговорим, как у вас дела. Вот у меня все прекрасно, я вот какой-то занимаюсь. Куда катится моя жизнь?